Добрый день, дорогие друзья, с вами Юрий Пузыревский, и я рад приветствовать вас на своем канале про коучинг. В этом видео я хочу разобраться вместе с вами и, может быть, даже где-то кому-то пояснить, кто же такой коуч в иерархии профессий, для того, чтобы вы понимали вообще, кто это такие, эти загадочные коучи, которые зарабатывают много денег, это не всегда так, и чем они, собственно говоря, занимаются, потому что многим этот вопрос непонятен. Давайте пойдем снизу. Я выстроил некую иерархию профессий, которые помогут таки разобраться, кто такой коуч. Начнем с профессии консультанта. Ну, смотрите, консультант, он может быть на самом деле в практически любой области. Консультант — это кто такой? Это эксперт, который обладает какими-то определенными знаниями и навыками в какой-то области, да, где он является профессионалом и он может проводить консультацию. Ну, допустим, если я умею хорошо снимать видеоролики и я считаю, что я уже достаточно экспертен, то я могу кому-то проводить консультации на эту тему, потому что у меня уже есть определенный опыт, да. Или, допустим, если я хорошо разбираюсь, допустим, в бухгалтерии. Если я хороший бухгалтер, то я могу провести кому-то консультацию как эксперт. Я ему могу рассказать, что и когда ему нужно делать. Я думаю, что с этой профессией мы разобрались. Окей. Следующая профессия, ну, можно ее назвать как профессией, это ментор. Ментор — это, как правило, тоже человек, добившийся определенных высот. Добившийся определенных высот, это какой-нибудь успешный предприниматель или успешный спортсмен, или успешный, может быть, коуч или тренер, который берет к себе как бы под крыло, как бы берет шефство над каким-то человеком, который хочет достичь таких же результатов. Что он делает? Он тоже делится своим опытом, дает определенного рода советы, которые помогают его ученику, условно говоря, да, добиться этого же результата. Дальше, следующая профессия — это тренер или бизнес-тренер. Я вот, допустим, NLP-тренер, бизнес-тренер, тренер по коучингу. Чем отличается, допустим, профессия тренера от ментора? Объясняю. Тренер обучает человека определенным навыкам. Ментор в какой-то момент тоже может быть и тренером, когда он прям тренирует человека. Я сейчас говорю не о спортивных тренерах, а говорю о тренерах, которые вот занимаются обучению навыкам. Тренер, он, как правило, в чем заключается его работа? Он сам на достаточно хорошем уровне обладает каким-то навыком, плюс он обладает методологией обучения взрослых людей, как правило, и он с помощью этой методологии, где-то давая какие-то упражнения, где-то давая какие-то рекомендации, он сам может демонстрировать этот навык, и он обучает других этому навыку. Профессию коуч мы пока обойдем. Дальше мы перейдем к такой профессии, как психолог. Вот психолог, он как раз-таки обладает специальным образованием. Если, условно говоря, профессия тренер, ментор и консультант, она, как правило, не подразумевает под собой какого-то серьезного академического образования. Ну, хотя есть тренинги для тренеров, и я, кстати, очень рекомендую, если вы занимаетесь тренерством, даже если вы считаете, что вы очень хорошо умеете кого-то учить, все-таки пройти какой-то тренинг для тренеров для того, чтобы еще лучше развить свою методологию. То есть тренер, он по большому счету выступает как учитель. Так вот, эти три профессии, тренер, ментор и консультант, они не подразумевают в обязательном порядке какого-то специального образования. То есть ментором, тренером и консультантом вы можете стать просто так. А психолог как раз таки уже подразумевает под собой академическое, профессиональное, психологическое образование. Чем занимается психолог? Я хочу, чтобы вы тоже понимали. Это в помощь психологам. Да? Pсихолог работает с нормальными людьми, с абсолютно здоровыми людьми. В нашем обществе, к сожалению, есть великое заблуждение о том, что психолог равно психиатр. Сейчас я вам постараюсь прояснить и как раз таки перейду уже к тому, кто такой коуч. Психолог работает со здоровыми людьми. Психолог работает только словом. То есть он общается, он знает множество психологических моделей, и в зависимости от того, в какой модели выбирает себе психолог работать, он таким образом и проводит корректировку. Психолог работает с какими-то травмирующими переживаниями, с какими-то легкими формами депрессии и вообще помогает разбираться в себе. Дальше идет профессия уже
которая тоже подразумевает академическое образование, эта профессия называется врач-психотерапевт. Психотерапевт уже подразумевает собой медицинское образование. То есть психотерапевт — это уже врачебное образование. Психотерапевт, чем он отличается от психолога? Если сравнить, психотерапевт от психолога отличается тем, что психотерапевт также лечит словом, но он уже как врач, который получил медицинское образование, он имеет право и возможность назначать медицинское лечение. Но психотерапевт работает словом в первую очередь. И, конечно же, третья специальность, которая требует под собой академическое образование, это врач-психиатр. Врач-психиатр как раз-таки уже работает, практически не работает словом, он работает с нарушениями нервной системы и функционированием головного мозга уже посредством медицинских препаратов. То есть это уже такая прям тяжелая артиллерия и, как говорится, уже работает с людьми немножко свихнутыми. Да? То есть смотрите, вот эти две профессии, психотерапевт и психиатр, уже работают с нездоровыми людьми, и они обязательно медобразование имеют. Психолог не имеет медицинского образования, но он имеет образование психологическое, и здесь он работает со здоровыми людьми. А кто же такой коуч? Вот коуч как раз таки профессия очень интересная. Да? Она стоит где-то в этой иерархии между тренером и психологом. Сейчас поясню, что это значит. Что делает вообще коуч? Коуч помогает людям достигать своих целей, обладая определенным инструментарием, которым учат на курсе коучей. В России на самом деле коуч уже является официально признанной специальностью. Так вот, что делает коуч? Коуч, во-первых, чем он отличается от тренера? Он непосредственно может не являться экспертом в какой-то области. То есть я могу быть вашим коучем, если, допустим, у вас есть цель обучиться английскому языку, а я не владею навыками английского языка на должном уровне, я вам как коуч могу помочь достичь этой цели, задавая вопросы, определяя приоритеты, разбираясь в ваших ценностях, разбираясь в том, что вам может мешать достигать этих результатов. То есть вот как раз таки профессия коуч, она является неким таким связующим звеном между психологией и тренерством на самом деле. И коуч не обязательно будет экспертом в той области, в которой он помогает человеку достигать результатов. Что делает коуча коучем? Коуч не несет вообще никакой ответственности за результат клиента. Вот смотрите, в большинстве случаев люди знают, что им нужно сделать для того, чтобы достичь определенного результата. Как раз таки коуч помогает человеку осознать, что только он несет ответственность. То есть есть специальные методологии, есть множество коучинговых вопросов, которые помогают человеку, во-первых, осознать, что он хочет, во-вторых, принять ответственность, и в-третьих, начать делать шаги непосредственно к достижению цели. Вот чем, собственно говоря, занимается коуч. Над коучами, конечно, очень много смеются. И мне кажется, это не просто так, потому что многие люди не понимают, чем занимается коуч. Он ведет сессию, он помогает человеку раскрыться, найти свои более сильные стороны. Еще говоря о профессии коуч. Коуч не обязательно должен иметь психологическое образование, но это желательно. Желательно вот в каком смысле. Если, допустим, есть коуч, которые работают по семейным отношениям, да, и, конечно же, ему было бы хорошо знать основы семейной психологии и психологического консультирования. Почему это важно? Потому что очень часто люди идут не к тому специалисту. То есть у них уже серьезная какая-то психологическая проблема, допустим, в семье, где коуч на самом деле некомпетентен им помочь. Хотя многие коучи это могут делать. Если, допустим, коуч помогает предпринимателям увеличивать прибыль, становиться более эффективными, ему совершенно не обязательно иметь психологическое образование. То есть, пройдя простые курсы коучинга, вы уже можете стать коучем. Более того, я вам могу сказать, если вы изучите курсы коучинговой методологии или просто насмотритесь, допустим, моих видео и поймете, как это работает, вам ничто абсолютно не мешает стать коучем, назвать себя коучем
и действительно оказывать коучинговые услуги. Что еще важно, почему я говорю, что коучу желательно иметь психологическое образование? Потому что есть компетенции коуча, которым коуч должен как бы соответствовать, компетенции профессии. И одна из компетенций коучу определить то, что он не может помочь своему клиенту. Если, допустим, человек пришел в коучинг решать какие-то вопросы, а коуч понимает, что он не может ему помочь, а ему лучше поможет психолог либо психотерапевт, коуч просто обязан разорвать коучинговый контракт и направить своего клиента к другому специалисту. Это прописано вообще в компетенциях по Томасу Леонарду. Поэтому грамотный коуч никогда не будет заниматься клиентами, которые находятся здесь. И коуч никогда не будет давать конкретных советов. Это то, что вы должны знать о профессии коуч. Подписывайтесь на мой канал, будем дальше разбираться с профессией, как получить образование, будем разбираться с коучинговыми моделями, и уже совсем скоро вы сможете стать коучем для своих друзей или, возможно, даже углубиться в эту специальность. С вами был Юрий Пузыревский. Поддержите это видео обязательно лайком, и до скорых встреч!